Всем привет! За моей спиной сейчас находится конференц-центр Джейкоба Джевица. А это значит, что совсем скоро начнется Нью-Йоркское автошоу. До официального открытия автошоу осталось 2 дня, но мы с вами смогли попасть на него чуть раньше. Очень часто Нью-Йоркское автошоу бывает таким. Парочка локальных североамериканских новинок и ничего особенного. Но в этом году 125-летие Нью-Йоркского автошоу. И, конечно, они не могли не подготовить каких-то новинок. Будут мировые премьеры, будут локальные североамериканские новинки. Будет интересно. Смотрите, не переключайтесь, подписывайтесь и приятного просмотра. Ford Explorer, 25 год. Познакомьтесь, Рамин. Привет, я коллега Рамин. и Давай через камеру вот так друг, рукой. Фанат ретро-автомобилей. Да. Оставлю на него ссылку, это просто, если кому нравится, смотрите, очень хороший слог у парня. Будем делиться мнениями, да, о машинах. Ну что скажешь? Да. Перед интересный, в целом как будто ничего нового. Да, как будто вот предыдущий, да, кузов такой, только фейслифт сделали сбоку, чисто старый Explorer. Ну и диски новые поставили. Кстати, в салоне прикольно. Салон обновлен, да, немного? Теснение какое-то. Смотри, там и ткань есть, и типа под карбон что-то, и черное, и серое. Вот с этой стороны прикольно, прям так богатая дверь. Много внимания к деталям. Вот этот интересный. Да, это Мне такой- вообще вот эти все коротыши больше нравятся, чем пятидверные. Как-то они более эргономичнее смотрятся. как будто он для этого был придуман, да, вот как будто изначально. вот прям уютный такой автомобиль. Хочется сесть в него и ехать куда-нибудь вдаль. То же самое касается Range Rover этого, Defender. Мы не от компании, нам никто не платит, поэтому мы будем говорить все как есть. И штучки называть штучками. Ребят, посмотрите, какой интересный автодом. Кстати, такие машины сейчас используют компании, которые занимаются доставкой. Amazon, UPS компании покупают такие машины. Все это электрокары. Видите, Chevy решил тоже войти в эту индустрию и делать коммерческий транспорт. Давайте зайдем, посмотрим. Пойдем внутрь. Что Насколько достаточно удобно много. сидеть. Очень удобно, посадка высокая, такая условно кроссоверная, только еще выше. Очень много всяких ниш. Куда Ты можно... посмотри, какой огромный спереди этот, как его. Здесь О, можно это- собаку положить. Да, это отдельное для животных место. Дисплей прямо здесь. Также для управления, я думаю, частично какой-то системой в доме. Очень удобно выглядит. Нету нигде значков Chevrolet, кроме спереди. Да, Кстати, на руле у нас действительно. нет, ничего А нет. знаешь, может быть, для чего это? В некоторые компании выбирают такие машины, чтобы, знаешь, типа брендировать их, чтобы не отвлекало внимание, там, допустим, другой какой-то коммерческой компании. Вот, допустим, раз там спереди шильдик Amazon сделал. Там, Да, и вот Amazon, как на типа. этих они сейчас на доставке, Но- да? А Так, ну-ка. давай заходим внутрь. Так это автодом, прикиньте. Я сначала не увидел, что это автодом. Вау, вот это прикольно. Ну, Я 1,83 м, да, просто для понимания, плюс подошва на кроссовках. В полный рост могу зайти в душ и помыться. прикольно. А как дверь, интересно, здесь закрывается? Шторочка. Это москитная сетка в России, скажем. Ага. В СНГ. Прикольно. открывается. Интересно, сколько стоит такой? Рундуки. Это что, микроволновка? сверху? Микроволновка, кухня. Это много места. Ну, так я же говорю, тут реально просто можно разгуляться. Если вот так вот вблизи посмотреть. Да, не Смотри, очень. просто какая-то куски дерева. Вот здесь такие шурупы какие-то накручены. Такое ощущение, как будто кто-то сам его собрал. И вот, в гараже. прямо смотри, только что они даже не докрутили. Да. Но Интересно, сколько это выставочный стоит? экспонат. Кондиционер, да, я так понимаю? Да. Кондиционер. Очень прикольно то, что здесь вот это огромное сзади стекло. Представляю, как можно ехать, сзади какой-нибудь дальнобойщик едет, а ты тут лежишь, журнальчик читаешь, Да, и сзади такая или махина. на фоне гор каких-то, да. очень круто. Прикольно. Мне нравится. А это что тут у нас? Ага, вот такая система открытия окон. Или окон, как правильно это называется. Здравствуйте. Здравствуйте. Мороженое желаете? Пломбир есть. Да, можно Фисташковое. крем? Задняя часть, конечно, что-то с чем-то. Посмотрите. Не знаю, кстати, насколько это Я думаю, безопасно, непрактично. да, и непрактично. Представьте себе огромное такое стекло зимой.
или там в какой-нибудь дождь, Или камни все это даже будет просто. очень сильно засоряться, да. Но сделано действительно очень так это вообще резина какая-то. Ну и тут бы, что, как роль ставни, да, что-то скорее закрыть бы всего, это можно наверное. было. И что это, интересно, это fiberglass? Да. Ну это Please даже- do not... ты его потрогал Sorry. даже, и оно это оп-оп. Очень непрактично. 78 и 80, но это с оснащением или нет, не совсем. Нет, скорее понятно. всего, это просто вот такая пустая модель. Ну, за пустую модель, мне кажется, это дорого. Конечно, ничего себе. Это- Интересно, какой у нее этот запас хода, если это электрокар. Думаю, вообще это еще не настолько сильно практично, как должно казаться, потому что слишком много сейчас внимания электрокарам, но ресурс вот это, да, там движка, когда ты можешь доехать куда-то. Вот представь себе, ты едешь в путешествие отсюда в Калифорнию. Сколько раз тебе придется по дороге заправиться на электрозаправке вот этой? Ну, просто я не представляю, Если сколько. придется останавливаться в Миссисипи, то всего один, пока мы до тут доедем. Ну, это точно. Это полицейская машина, вот такие прикольные машины, обсуждать, посмотреть. Это электрокар. Кажется, будет не очень прикольно, если не вовремя закончится зарядка. Мне Да-да. нравится. В Америке вот этот поисковой фонарь, смотри, как он регулируется. Вот можно его покрутить, видишь, в разные стороны, вот так вот. Ага. Такая опция. Вот тут вот эту ручку крутишь, смотри, вот внутрь. Покажи здесь, чтобы люди понимали, как это работает. Да, я тоже не знал. А вот это уже направляешь, типа, фонарь. А ты знаешь, для чего они вообще, эти фонари, были в свое время? Ослепить? Нет, раньше не было хорошего освещения в городах. Вот, допустим, тебя кто-нибудь в гости пригласил, и ты едешь к друзьям, и тебе нужно найти номер дома. У тебя нету телефона, у тебя нету фонарика. Ты приезжаешь к дому и берешь просто, ну, там, включаешь, даже на гражданских машинах такие штуки были. Ты приехал к дому, допустим, раз включил фонарик, повернул, нашел номер, правильно. И самый прикол не только с одной стороны, но и с другой. Допустим, ты едешь с женой, и жена могла порегулировать, чтобы тебе помочь найти дом. Представь себе. Это Для интересно. полиции, понятное дело, у них там такой прожектор, они там его тебя просвечивают, как будто это какой-то рентген. Да. И они видят сразу, что в машине, что если лишняя суета какая-то там, или там человек пытается спрятать, что прикольно. Посмотри, какое оснащение. Вот это. А еще сами эти огни. Блин, огни, конечно, люстра крутая. Интересно выполнено. Прямоугольник. Оснащение, это компьютер, да, классика. Два дисплея, но один перекрывается рабочим компьютером, получается. Рация. Motorola рация какая-то. О, и кстати, посмотри сзади что. Сзади, если вы будете плохо себя вести, Вряд ли можно будет плюнуть в полицейского. Здесь вон оно, оргстекло какое-то. и сразу неудобно, очень низко расположены твердые вот эти сиденья, просто пластик, А знаешь, да? кстати, почему они еще тоже делают? Многие могут там, не знаю, испражнения, быть грязными, там, не знаю, или подстреленными, чтобы кровь, если бы здесь была бы, допустим, обычная ткань, этот салон бы превратился через 2-3 задержания уже в какой-то Для какой-то легкой трэш. чистки, да, получается, Да, для по-любому, практичности. по-любому. О, Ну и- посмотри, здесь даже есть крепление для оружия. Вот с той стороны. Да, и имитация, да, Да, получается? прикольно. Эти машины продаются с обычных дилерских. Прикинь, ты едешь мимо Chevy, стоит полицейская, полностью оборудованная машина. И если у тебя есть лицензия полиции, департамента полиции, ты можешь приехать в этот автосалон и купить себе машину. Ну, типа, они просто стоят также для полицейских. Вот там стоят гражданские, допустим, блейзеры, и стоит два полицейских. Ты их не можешь купить, если вот ты пришел, допустим, с деньгами и говоришь: о, я хочу полицейскую тачку. Он говорит: ну покажи нам удостоверение, что ты из полицейского департамента. Только тогда тебе продадут. Но они оснащены заранее, то есть это не... Да, это не полиция не заморачивается, вешает там свои вот эти всякие штучки. Это все Какая-то фирма, которая фирма, уже которая, работает с да, производителем. работает с производителем, знает какие-то требования и сразу готовит эту машину для этого, для полицейского департамента. Нас пустили буквально на 10 минут к более эксклюзивным автомобилям, вход к которым, в принципе, закрыт, и можно смотреть только издали. И я хочу показать вам вблизи Римок. Я не знаю никакие особенности этой модели, ничего супер интересного или детального про нее. Просто показываю вам. Это выглядит просто великолепно. Но здесь нет машин, которые выглядят плохо. Я имею в виду на закрытой части. И вот еще один новый Римок. Это Concept One. Похоже на Волгатти. Знаете, да, проект? Вот ребята решили скопировать. Не знаю, какие ребята. Из Римока или ребята, которые делали Волгатти. Но очень похоже. Безумно низкий автомобиль.
Очень необычно выглядит. Размер тормозного диска, суппорт вообще. Это вау. В салоне очертания напоминают Bugatti. И еще один очень интересный экземпляр 59 года Ferrari 250 SVB. Около $1,5 миллиона стоит этот автомобиль. Офигеть. Длина выхлопных труб. Система открытия-закрытия окна. Трогать ничего не буду, конечно же. Вау. Полностью карбоновый автомобиль. Детализация. Я даже не знаю, что сказать. Нечего сказать. Воплощение инженерной мысли, искусства и великолепия. На это просто надо смотреть. Это автомобили из другого мира. Когда вы подумаете, зачем мне много денег, у меня и так все есть. Посмотрите на этот автомобиль, и вы поймете, куда вам много денег нужно. Что это? Вот этот джентльмен, Арсений, покажи. Это владелец компании, который занимается переделками старых Porsche. Вот этот экземпляр, это его работа. И самое интересное, он подошел ко мне и говорит: слушай, чувак, если тебе интересно, если у тебя есть какой-нибудь старый Porsche, ты хочешь что-то переделать, позвони мне. И дал вот такую визитку, она сделана полностью из настоящего карбона. Ей убить можно, она такая острая. И вот она компания, которая занимается переделками. Кому будет интересно, заходите, переходите на сайт, хотите, звоните. Стайл, да? Абсолютно новый Nissan Murano. Особенно я знаю, что в СНГ эти автомобили любят, поэтому вам будет особенно интересно посмотреть на какие-то детальки. Давайте начнем с цен. 40 штук, это просто вообще это ничто для это такой дешево, прикольной. да? Это дешево. Новый для такой машины. Murano. Экстерьер немножко поближе, подальше. Надпись Murano. По цвету, наверное, это классика. Тут ничего вау выдающегося нет. Условно песочный цвет. Ну, задняя часть такая, да, прям. LED-линия длинная. Интересно. Мне нравится. Можем ли мы открыть? Мне, знаешь, после чего она больше стала нравиться? После того, как я узнал цену. Потому что цена действительно за такую машину... Сейчас я постараюсь с салона открыть ее. Да. Всегда в нашей голове цена играет одну из ключевых ролей. Потому что Какая ты понимаешь, в целом, стоит ли за такая машина, когда ты смотришь, что такая машина стоит 40 тысяч, ты понимаешь, какой бы у нее даже странный дизайн а-ля там не был во многом, но ты понимаешь, что она стоит этих денег, типа, знаешь, ну за 40 тысяч. Я всегда сейчас в последнее время беру в расчет стоимость Нивы, стоимость Москвича нового, ну а-ля Москвича, но это китайская вот этой машины, да? То, что если посмотреть, что такой Москвич стоит 25 тысяч долларов, если конвертировать на американские там деньги, на доллары, то это... 40, среднеразмерный кроссовер, то есть это абсолютно универсальный автомобиль для семьи. Покажи внутри, что тут, это салон, же просто безумие. Строчка, ну вот чуть сразу вот на стыке. Вот грамм неровной строчки, но это простительно, наверное. Но вот на угле у нас сразу вот за 40 штук я просто прощаю. Электрорегулировки, даже руля, 2 профиля памяти сидений. Кстати, посмотри, какая красивая голубая строчка здесь. И даже что она, знаешь, может быть, пора перестать грешить, да? Знаешь, на что? Я вот иногда смотрю людей, которые делают обзоры машин, и думаю, почему многие вот обращают внимание на вот эти строчки, типа, знаешь, там прям мега неровные. Чтобы было что сказать. Думаешь? Думаю, да. Потому что, по факту, вот смотри, ты видишь среднеразмерный кроссовер, новый, с гарантией, который ты можешь купить за 40 тысяч. Он уже продал себя, можно не знать, какая это марка и модель. Правильно? Да. А хотя бы как-то сравнить, что-то показать. Но на самом деле это все мелочи, это незначительно. После того, как мы показали цену, и показали вот я думаю, автомобиль... если ты покупаешь Майбах за 500 тысяч евро,
и ты видишь кривую строчку, вот там Вопросы, это имеет да. место быть. Типа, знаешь, make sense, как говорят на английском, сказать так. Но когда ты покупаешь машину за 40 штук, не говори, но не надо говорить, что там, да запихайте туда все, что угодно. Но просто Да. есть сравнение какое-то. Что ты получаешь за 25 тысяч долларов, что ты получаешь за 40 тысяч долларов. Это как Влади Гранти. Знаешь, я, снимал обзор и по-честному сказал, что ну вот там есть подогрев руля, и Да. это великолепно. Там больше Обожаю. ничего не надо. Лучшая Там функция есть в новых подогрев машин. руля, сиденья, это все до 1 миллиона рублей. Еще тогда, сейчас уже, по-моему, чуть больше. Ага. И большинство людей писало, да, нам это и нужно. Вы понимаете, мы не какие-то понтушники, нам не нужен вот этот статус, что-то еще. Она меня везет, я не в трамвае, не в автобусе, слава богу. А если еще рулики Абсолютно. подогреваются, то спасибо большое за такой автомобиль. Все, от всех, кто тебя сейчас смотрит, по-любому вот так вот прилетит тебе. Да. Очень хорошо, интересно. Самое главное, что действительно по-новому. А давай откроем багажник. Багажное пространство. Ну, Слушай, все неплохо. преимущества кроссовера есть. Самое главное, есть ли... Запаска. Это запаска? Нет, это не запаска. Это Ее нету, но это, я это думаю, муляж это как или- опция, да. Докатку мы можем взять, получается. Да. Но- Это но за не что? полноценно. Похоже, что это колонка какая-то. Почему там базе написано? А, Видишь? Да. Это сабвуфер, возможно. Очень странно. Реально, что ли? Почему? Подожди, я даже до этого не снимал. Посмотрите, надпись базе написана. Кто не Сейчас знает, это постараемся аудиосистема. Определить, что Слушай, это тут такое. надо шестигранник, оно так не откручивается. Но ну смотри, здесь подведено. Да, есть дисконнект какой-то можно сделать и вытащить эту штуку. Да, Хорошо, ровный пол. идеально. по сути. Сейчас сложу вторую, чтобы... И теперь я... Ага, Здесь, чуть-чуть наверное, ремешок. немножечко не хватило, потому что здесь ремень безопасности. Но в нет. целом, да, вот можно по этой части увидеть, что никакой ступеньки, вот, ну, немного, совсем чуть-чуть, но это ровный пол. Не, Я ровный считаю, пол что нормальный, да. в современном виде это ровный пол. Боковая поддержка просто шикарная, комфортно. Естественно, кроссоверная классическая посадка. Кнопка старт-стоп, все вроде у руки. Первые впечатления хорошие. Коробка передач у нас исключительно на кнопках. Но это тоже дело привычки. Я, допустим, привычен к таким вещам. Регулировка громкости прямо по центру. Это очень правильно с точки зрения эргономики салона. Да, Мы должны быть всегда- какие-то привычные вещи, да, которые ты привык все время крутить. Значит, пускай крутилка Да, будет и там. она прямо тут. И тут же у нас аварийная сигнализация. Это знаешь, как есть какие-то люди, которые отличаются, вот так американцы, они придумали эти сквер-фиты, всякие эти паунды и все Да, остальное. да. Вот иногда возникает вопрос, вот даже Фаренгейты и Цельсии. Но если 0 это нейтральная температура, -1, правильно же, ну как бы это первая минусовая температура. Почему здесь 32 это 0, а там больше еще тоже, знаешь, и вот взять Porsche. У Porsche всегда зажигание с левой стороны. Да, Ты да. садишься, всегда ключ ты привык держать в любом автомобиле в правой руке. Но водители Porsche, они всегда держат его в левой руке. Это то, что отличает их от всех. Потому Видишь? что когда друг дал тебе ключ от Porsche, и если ты сел, а у тебя ключ оказался в правой руке, то проверку ты не прошел, брат. Ну, Второй всё, раз, да. скорее всего, уже не поедешь. Это точно. Это накладки пластиковые? Или постучи, пожалуйста, этим пальцем. Ага, это пластик, Это да? колпаки, Но но вот это железное, это диск. Это, короче, комбинированная штука, да? Так. Ого. да, вот это диск. Угу. А вот это пластик, Вот да? эта часть это накладка, вот эта часть это диск. Ну, интересно. Это какой радиус? 24-й? 21-й, 21-й? но из-за того, что он среднеразмерный, выглядит как будто 25-й, да? 57 520 долларов стартовая Старт. цена. Ты просто зайди внутрь и покажи людям, что здесь за сиденье. Давай я сзади. Ты посмотри, сколько там места. Капитанские кресла раздельные. Ага. Задний ряд сидений, это лимузин. Прикинь, как круто, кстати, ездить, когда ты сложил вот этот средний ряд, и вот там вот сзади сидишь, вот Сел, сядь туда, да-да. зайди туда, вот сядь Ну-ка. просто ради прикола. Давай, я тебе покажу. Ой, я тебя сниму, как это будет выглядеть. Шеф, куда? Candy Show. Ну, посмотрите, ребят, за 57 тысяч долларов, ну пускай, ладно, это, наверное, премиум, здесь представлена комплектация, но в целом очень неплохо. Nissan, японское качество. А они здесь уже даже, смотри, дисплей достаточно хорошо соединили. У Вот многих это вот два, эта которые- деталь разделенного дисплея, она слишком широкая. Но я
Это Только мелочи. из-за одного эту машину бы не купил бы. Знаешь почему? Почему? Я настолько, все мои машины, которые я вот покупаю, я обожаю, вот у меня привычка такая от механики, я не могу, если я спокойно еду, я правую руку всегда держу на селекторе переключения коробки передач. Я ненавижу кнопки вот эти. Вот мне они так не нравятся. Ну, знаешь, ну вот просто как-то непривычно. Даже первый раз, когда я проехался на Мерседесе, когда он только вышел, CLA маленький такой, типа как маленький бананчик, у него был переключение передач на вот тут вот, где дворники переключаются. Это настолько неудобно мне, ну вот это мое сугубо личное мнение, мне не нравятся кнопки. Вот чисто из-за этого я бы эту машину уже бы, типа, знаешь, там как бы не купил. Не говорю, что я точно бы не купил, но мне это не нравится. Ну да. Но это вот они все очень сильно переходят на отсутствие классических селекторов Да. и на кнопки, сенсоры. На самом деле у Nissan же большие проблемы. В Америке они плохо сейчас Да. очень продаются, но вот такими автомобилями они могут что-то забрать. Но... Но Знаешь, я просто думаю, что американский рынок, он перенасыщен. И ввиду того, то, что сейчас, видишь, вот эта вся экономическая обстановка, и Трамп начинает говорить о субсидиях от государства, чтобы, ну, типа, там, повышать продажи американских автомобилей, не говоря о том, что американские автомобили собраны из запчастей со всего мира, знаешь, Да. то эта тема также усугубляет положение и Ниссана, и всех остальных, типа, там, марок. Потому что если будут пошлины повышать, если будут дальше делать все блага только для американских брендов, то, ну, американцы тоже привыкли. Посмотри, для них есть два автомобиля, Ram и Ford. Это два чисто вот этих топовых автомобиля, которые они обожают. И, кстати, здесь есть панорама. да, причем она не раздельная, цельная Прикольно. панорама. Смотрите, она уже вся в заломах. Хотя это верхняя часть спинки, то есть к качеству, наверное, какие-то вопросы могут быть как есть. Вполне Вот уж. возможно. Задняя часть, посмотрите, какие капитанские кресла раздельные и третий ряд сидений. От 79 900 и Ого! Grand Touring от 94 900. 450 миль на одном заряде. Но понятно, что это все Скорее данные всего, на просто бумаге. цифры, да? Безрамочное остекление. Мне это нравится, кстати. Все в эко-режиме таком. Очень похоже, как будто они прямо полностью копируют Теслу. Есть такое ощущение? Да, абсолютно. Минимум материалов, дерево, кожа. Как ты... Ну, скорее всего, это, знаешь, такое сейчас такой тренд, типа, не тратить время людей. Знаешь, слишком много всего и так, какого-то потока информационного вокруг, что людям, наверное, совершающим свой путь какой-то из точки А в точку Б, не нужно отвлекаться на какой-то красивый дизайн салонов и всего остального. Просто, главное, планшет, руль, кибертрак. И вот это просто одно и то же. Вот Да. даже капот, Мягкое это сиденье. багажник, да. Вот таким образом это все можно сложить. Переднюю Кстати, часть можем черное по красиво черному. смотрится. Намного лучше, брутальности Мгм. добавляет. Явно. Ты посмотри, какие колеса у него огромные. Вау. Черные. 22-е. Помнишь, Да. с Мурана, вот если сравнить? Ну, А здесь они... как будто они смотрятся меньше. Мне как будто на том казались больше. Да. Может быть, диски так влияют тоже на это? Смотри, Наверное. какой салон симпатичный здесь. Здесь уже белый салон. Ну, цена высокая, согласись. Вот они должны давать прям вау, иначе это никуда никак не пойдет. Задний ряд сразу. Да, места очень много. Цельный диван. Много места. Управление климатической установкой, подогревы, охлаждение сидений. Дисплея можно делать, это хорошо. Но еще есть третий ряд. О, да ладно, там третий ряд? Абсолютно детский. Даже не детский, одно название. Ну, я думаю, там сидеть можно будет. Подростку. 16-летнему. При желании, которому конечно. мало ест. Посмотри, как реализована шторка. А Это... ну-ка, дай-ка вот отсюда подсниму ее. А это что? Это, наверное, кнопка открытия двери. Вот Смотри. То есть, ну, то, что Вау. она убирается, это... она. Я такого не видел. Не видел? Ну, Range Rover, я думаю, это, да, и какие-то современные уже так же. Но, К сожалению, я ни разу не ездил на Range Rover. как она ровно стоит, она даже не касается... Подожди. Насколько интересно это практично, как многие начинают сразу, знаешь, в комментариях писать, типа, вот, ребенок сядет, рукой повредит, как эту шторку менять. Интересно, подумали ли производители, что насколько это все? Сейчас это мы- такой будет расходник? Сейчас Попробуй мы 2 раза протестируем. нажать на кнопочку. А может вот здесь что-то? Нет, вот так 2 раза прям. Или зажми эту кнопку. Нет, странно. Excuse me, sir. Yes. May we ask the one question, please? How we can get this screen? It's
powered off right now, so it may not come up. I'm just trying to see the privacy screen in the rear. Угу. Do we have these powered on right now, the privacy screens? Надо держать каждый раз. Oh, it's disabled. Yeah, so Uh-huh. I got them disabled for showroom. They All don't right. really come up with the windows. Угу. Thank you. Посмотри, какая странная штука здесь. Сенсоры, да? Угу. И левая и правая рука под большой палец. Ну, руль хороший. Руль очень прикольный и Я думаю, это удобный. удобно. Слушай, очень удобный руль. И такой какой-то не стандартный, знаешь, вот с этими вот вещами. Я не знаю, для чего они, кстати, вот это. Это сенсоры какие-то? Я думаю, что да. Просто сенсоры для управления. Возможно, таким образом мы можем Типа скроллить. скорость или меню, да. Но Прикольно. очень важный момент, хочу сказать. Да. Это премиум. Премиум, в котором мы за 30 секунд сломали шторку. Это нужно иметь в виду. Мы с позитивом подошли? Да, С позитивом. Но мы один раз ее закрыли. Это вау, выглядит. Она Да. очень хорошо реализована. Но оно второй раз не заработало. Да? Просто имейте в виду, это ничего. Вот. Ничего, 100 тысяч это не так много. Это Сегодня ничего, купите заплатил, новую шторку. Да. О, смотри, как прикольно открывается багажник. Такой, как... Он сбоку как катафалк выглядит, посмотри. И посмотри, какая вот эта часть огромная открывается. Да. То есть как Мне знаешь, что это полшлема. напоминает? Мне это напоминает у Скруджа Макдака клюв вот этот, знаешь его, типа такой. Да. А вот эта часть выглядит как на Audi и на Бентайге, кстати. Вот знаешь, когда у них Да. открывается багажник, они оставляют внутри, видишь, здесь специальные стоп-сигналы, Мгм. чтобы если был открытый багажник, и у тебя, допустим, работает аварийка, чтобы люди смогли увидеть, что машина припаркована. Потому что если бы этого не было, по сути, ты поднял, у тебя никаких световых приборов не остается. Да, из-за того, что нет нижней. Но а на других американских автомобилях стоп-сигналы переходят на нижнюю оптику. Да. Когда Так же и во время поворотники открытия. тоже. Новый Hyundai Palisade, но новый он только для Америки. Это локальная презентация, потому что в Корее его уже показывали. Много деталей от Hyundai Santa Fe. Такие неоднозначные ручки. Всем уже известные знакомые дисплеи от Hyundai. Их тут два. Рискну предположить, что по 12,3 дюйма, как и обычно. 3 ряда сидений. Если честно, какого-то вау-эффекта не вызывает. Хотя вроде презентация, в разных цветах их сделали. Но не сказал бы, что супер интересно. Вот там еще есть в черном цвете. И чуть дальше коричневый. Кстати, есть вот такие машины Genesis, они особо ничем не примечательные, но, казалось бы, для американского рынка так вообще. На них ездят все, от пенсионеров до молодых девчонок. Но вот прикольно, кстати, вот мне очень понравилось. Посмотрите, как круто салон они сделали. Мне это напомнило графа Дракулы «Доспехи», вот последняя версия, не Брэма Стокера, старый фильм, а по версии Брэма Стокера. А вот прям реально смотришь, и такие краски приятные. Хочется вот за руль подсними. Вот прям хочется сесть, обнять его и не отпускать. Несмотря на то, что это Genesis, но неплохая машина. Давай узнаем, сколько стоит. 80 штук баксов. Ну, не знаю, насколько она стоит этих денег, но если учитывать то, что сейчас какая-нибудь Toyota Tundra стоит порядка 80 штук баксов, why not, как говорят. Новый Kia. Вот это уже интересней. Не будем никого слушать, пойдем сразу показывать, а то много важно. Kia K4. Это замена Forte на рынке Северной Америки. Такой интересный хэтчбэк. И EV4. Электрическая и классическая версия. Немножко помешаемся. EV4 интересная задняя часть. Салон. Все стандартно. Интересный внешний вид, но на ваш суд.
я сказать ничего особенного не могу. So that's going to wrap up this quick first look at the 2024. So that's going to wrap up this quick first look. Kia K4. Everything else, family? Good? Just busy. I know. I know, it's pretty nuts. All right, Joe. We next? We are next, yes. We've been waiting here for a while now. Hey, it's the same one you reviewed. That's right. Just what I 1 second. Быстро показываю салон. All done? Good? Good. Thanks, man. Ажиотаж большой около этих автомобилей. Ну, понятно, что что-то новое, все хотят успеть показать. It was on before when we did Palisade, right? И сбоку К4 и EV4. Мировая премьера, новый Subaru Outback, абсолютно новый, как нам говорят. Разные вариации. Это то, что вы обязательно должны увидеть. Салон. Все сдержано в стиле Subaru. Интересная такая ткань. Задняя часть. Идем к свободному автомобилю. Противотуманные фары. Мне в целом пока совсем непонятно, что это за автомобиль. Как к нему относиться. Не очень привычно. Как будто несколько несуразно он выглядит, но на ваш суд. Журналисты. Вот так вот, смотрите, он берет и с ноутбука читает информацию. Они что, не готовятся? Им машина-то вообще интересна как факт или нет? Напишите, как вам. Хочется как-то подытожить, показали все новое, что было. На самом деле очень много автомобилей, но если все это показывать, то получается уже неинтересно, потому что большинство из этого вы все уже видели. На самом деле Нью-Йоркский автосалон, как я и говорил в начале, это место, где мультибрендовый большой салон, где вы можете подобрать для себя какой-то новый автомобиль. Но в этом году 125 лет. И, естественно, они подготовили и мировые премьеры, но это какой-то невнятный Subaru Outback, я не совсем понял его вообще. И какого-то ажиотажа он тоже не вызывает, хотя вроде бы мировая премьера. Его здесь первый раз показали, должна быть паника, должны кусаться журналисты с блогерами, кто первый ее снимет. Ничего такого нет. В целом сходить интересно, новинки есть в этом году, но я думаю, что в следующем году сюда вообще идти не стоит, потому что 126 лет будет, не юбилей. И это опять же будет просто мультибрендовым салоном, где вы сможете подобрать для себя автомобиль. Ну а так, если было интересно, пишите в комментариях, самое главное, ваше мнение. И спасибо большое Рамину, что он со мной поснимал. Я думаю, вы заметили, какой у него хороший слог. И ссылку на него также оставляю. Кому просто для души подписывайтесь. Если не хотите, не обязательно это делать. Все, всем пока, удачи, счастья, любви, терпения. И главное, вот этот палец вверх поставьте.